Всем привет, меня зовут Александр, вы на канале Ремонт дома. Сегодня я вам расскажу, как бюджетно отремонтировать ваш старый деревянный пол. Смотрите, пол вот так вот он скрипит безбожно. Но менять вы его, допустим, не хотите. Дорого. Что можно с ним сделать, значит? Вот сейчас я буду искать лаги. Вот они. Вот лага. Видно по гвоздям. Искать лаги. Вот это вот лага, скорее всего. И пробивать их анкерами. Как я это буду делать? Смотрите дальше. И пол, он, доска здесь, видите, она как бы такая добротная, нормальная, более-менее. В принципе, если его протянуть, таких жестких скрипов уже не будет. Сверху здесь будет фанера тоненькая, 8 мм. И как бы небольшие вот эти вот неровности, перепады, она все равно скроет. Не совсем, конечно, но более-менее можно уже будет стелить ламинат. Но такой пол ламинат постелить, конечно, если постелить, он будет расходиться, смысла нет. Вот здесь на входе, да, очень сильно гремит, скрипит. Еще раз вам показал, как скрипит пол. Крепить я буду вот на такие анкера. Здесь я замерил, ну в той комнате я замерял 15 сантиметров до основного пола. Анкера я взял диаметром 10 на 180 миллиметров, 18 сантиметров. Думаю, притянется. И потом еще каждую доску я буду протягивать на такие вот саморезы 3,5 на 55. Такой вот бюджетный ремонт. Будем пытаться протянуть эту доску, чтобы она больше не скрипела. По крайней мере 70% скрипов, я думаю, уйдет. Так, один забьем в серединку. Забегая вперед, хочу сразу сказать, что такой способ не всегда эффективен. Скрипы уходят процентов на 70. Но это все же лучше, чем оставлять пол в таком виде. Заколотили, точнее, прогурили, теперь заколачиваем. Главное, чтобы это было в середину доски. Прокрутил я полностью пол анкерами. Где вам показать? Анкерами пробил. Не видно нихуя. Прокрутил каждую половичку. Местами, конечно, лучше стало. Видимо, пол такой. Посмотрим, фанеру положим, посмотрим, как уйдут скрипы, нет. Тут вот я вообще в каждую вот вкручивал практически. Напоследок хочу вам сказать, что лучше протянуть хотя бы так, чем вообще его не трогать. И он будет скрипеть и раздражать вас.